But we can start. Okay. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripanamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhamam Shri Chaitanya Ishwaram. Srimad Bhagavatam, Canto 1. Oh, can you hear me? Yes. Okay. We are on text 2. Text 4 today. Yes. Okay. Naimishe kshetre rishaya saunakadaya satram svargaya lokaya sahasra samamasata. Мы читаем 4-й текст. «Однажды в святом месте, в лесу на Мишаране, собрались великие мудрецы во главе с мудрецом Шаунакой, чтобы совершить великое тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и его преданных». How many paragraphs I should read? Okay, 2 or 3 paragraphs. Комментарий Шрилы Прабхупады. 3 предыдущие шлоки служат вступлением к Шримад Бхагаватам. Теперь же раскрывается основная тема этого великого произведения. После того, как Шрила Шукадева Госвами впервые изложил Шримад Бхагаватам, он был повторен в лесу на Мишаране. В Айвие Тантре говорится, что Брахма, конструктор нашей Вселенной, представил себе огромное колесо, способное охватить ее всю. Ступица этого громадного круга находилась в определенном месте, называемом Немишаране. Лес Немишаране упоминается также в Вараха-Пуране, где говорится, что жертвоприношение, совершенное в этом месте, уменьшает силу демонических людей. Вот почему для проведения подобных жертвоприношений брахманы предпочитают Немишаране. Преданные Господу Вишну совершают различные жертвоприношения, чтобы доставить ему удовольствие. Преданные всегда привязаны к служению Господу, падшие же души привязаны к наслаждению материального бытия. В Бхагавад-гите утверждается, что любое действие в материальном мире, не имеющее цели удовлетворить Господа Вишну, еще больше порабощает человека. Поэтому все действия рекомендуют совершать как жертвоприношение для удовлетворения Вишну и его преданных, что приведет ко всеобщему миру и благоденствию. Okay. So the first question is, where was the Srimad Bhagavatam recited for the second time? And why? Yes. Вопрос такой, в каком месте Шримад Бхагаватам был поведан во второй раз? Where and I interrupted. And where and why was this place chosen? В каком месте и почему именно это место было выбрано? Ну, получается, второй раз он был поведан в лесу на Мишаране, потому что это как основа ступицы этого колеса, которое представлял Брахма. То есть какое-то очень сильное место, которое уменьшает влияние демонических людей. For the second time it was recited in Naimisharanya, and this place was chosen because this is the hub of the great circle, some special sacred place which reduces the strength of demonic people. Okay. And okay, and also they were trying to do this as a sacrifice
for the pleasure of the Lord and so that all the good people will be benefited. И кроме того, повторение чтения Шримад Бхагаватам в этом месте это было своего рода жертвоприношение Господу, направлено на то, чтобы облагодетельствовать всех хороших людей. So why should all activities be performed for the pleasure of the Supreme Personality of Godhead? Почему любую деятельность нужно совершать как жертвоприношение для удовлетворения Верховного Господа? Может быть, чтобы эти действия не имели последствий в виде кармы? So that those activities would not have karmic reactions. Okay, but before that, I mean, that is even more advanced. But for common people, what is the benefit? Ну, это уже понимание для таких продвинутых людей. Но вот если брать обычного человека, он для чего должен это делать? Какое он может благо получить, если будет в таком духе совершать свою деятельность? What did he say? Did he say that there won't be bondage? Is that what he said? Yes, No karma. Yes, that's it. Yes, what he said was correct, that there is no bondage, no karma. Yes. Вы правильно сказали, для того, чтобы не связывать себя путами кармы. And what are the things? Apart from that? Но есть кое-что еще, помимо этого, еще одна причина. Здесь еще говорится, что все жертвоприношения нужно совершать для удовлетворения Вишну, его преданных, что приведет к всеобщему миру и благоденствию. It's mentioned here that all acts must be performed sacrificially for the satisfaction of Vishnu and his devotees. This will bring everyone peace and prosperity. Yeah. So that is what the sages wanted. They knew that in Kali Yuga it will be opposite of that. So they wanted people to be happy and make spiritual progress. Да, всеобщий мир и благоденствие. То есть мудрецы знали, что в Кали-югу будет этого не хватать, и они хотели, чтобы жители Кали-юги тоже духовно развивались. What happens if we do not do so? If we do not act for the pleasure of Guru Vishnu and his devotees, then what happens? А что будет, если не действовать так, как здесь говорится, то есть не совершать деятельность как жертвоприношение для удовлетворения Господа Вишну и его преданных? Получается, усилится привязанность к этому материальному миру. Then our attachment to the material world would become more strong. Okay, and then what else? Because of that, what happens? А в результате этого что произойдет? Ну, получается, в момент смерти мы не сможем вспомнить о Господе. То есть мы останемся привязаны здесь. At the moment of death, we would not be able to remember the Lord, and we will remain here. Yes, and that is true. And in this world, what will happen? Да, это тоже правильно. А если об этом мире говорить, что будет в мире происходить, если действовать вот так вот? Ну, то есть, что будет как бы деградировать больше. People would degrade more and more. Okay. And because of that, what will happen? И что произойдет в результате такой деградации людей? Здесь говорится, что они придут к порабощению, приводят это. Порабощение. Так. Если совершается действие в материальном мире, не имеющее цели удовлетворить Вишну, то это еще больше порабощает человека. Какой это абзац? Это последний абзац, который вы читали.
предпоследнем предложении. It is also stated here that that anything performed in the material world for any other reason causes further bondage for the performer. Yes, that is true. But opposite of what they said, if you satisfy Krishna, then you'll have peace and prosperity. So if opposite of that is, if you don't satisfy Krishna, then what happens? Ну да, это так. Здесь, смотрите, говорится, что если совершать деятельность для удовлетворения Господа Вишну и его преданных, то наступит всеобщий мир и благоденствие. А если действовать по-другому, что тогда наступит, соответственно, противоположность мира и благоденствия? Ну, можно сказать, что будет просто эксплуатация как людей одних других и эксплуатация природы, что приводит к катаклизмам, и а в отношении людей просто будет войны. There would be exploitation of people by other people, which would cause wars, and there would be exploitation of nature, which would cause some natural cataclysms. Okay. So, in short, there'll be scarcity, right? There'll be scarcity of food and other things, prosperity, scarcity of money. Ну да, смотрите, благоденствие здесь говорится, а противоположность благоденствия — это нужда или нехватка всего, пищи, денег. And like war and tensions all the time. И, конечно же, войны, какие-то раздоры. And we are seeing that happening now. Видим, что сейчас именно это и происходит. And so that is why we need to, really give this mantra to everyone, because if this is the best sacrifice. Krishna is very happy when we do just the sacrifice of chanting his holy names. Вот почему нам нужно давать мантру, святое имя, как можно большему количеству людей, потому что Кришна очень доволен, когда мы повторяем его святое имя, потому что это и есть жертвоприношение для этого века. And so we have to spread this, even for material happiness and prosperity, even for that. And it's not a material happiness, but someone who's trying to become spiritually progressive, then he has to be peaceful and prosperous. Only then he can very comfortably make progress. Поэтому даже просто из соображений мира и благоденствия и счастья нужно распространять святое имя. Оно, конечно же, дает неизмеримо больше, чем вот эти вот материальные вещи, но, с другой стороны, чтобы спокойно заниматься духовной практикой, не нужен и мир, и благоденствие. And also because every living entity, conditioned soul, has got some material desires, he wants to finish it, fulfill it, and go back to Godhead. Потом у каждого живого существа есть материальные желания, и будет лучше, если живое существо исполнит эти желания, и тогда сможет вернуться домой к Богу. So the sacrifice is very much required for so many reasons. Так что жертвоприношение необходимо по целому ряду причин. Not just for liberation. Не только для обретения освобождения. Because most of the conditioned souls are not interested in liberation. На самом деле большинство обусловленных душ освобождения как раз-таки не интересует. And so we have to do, even for material prosperity and peace, we need to do sacrifice. Их больше интересует мир и благоденствие, но для этого как раз-таки и нужно совершать жертвоприношение. Srila Prabhupada said that the minimum benefit of chanting Hare Krishna mantra is that there will not be any material scarcity. Шрила Прабхупада говорил, что если вы повторяете мантру Харе Кришна, то по меньшей мере у вас не будет недостатка, нехватки ни в чем. And so we have to promote this chanting of Hare Krishna in a mood of sacrifice. Поэтому нужно пропагандировать повторение мантры Харе Кришна в умонастроении совершения жертвоприношения. There is a difference between this chanting
as a sacrifice and just going to the, before God and saying, please give me the daily bread. Есть большая разница между повторением мантры Хари Кришна в таком жертвенном духе и просто молитвами «Господь, дай нам хлеб насущный». Because here, we are not telling Krishna anything. Give me this, give me that. Nothing. Когда мы повторяем мантру Хари Кришна, мы не просим у Кришны ничего. We are saying that we want to serve you and we leave it to Krishna to fulfill whatever we require. Мы просто говорим о том, что мы хотим служить Ему, и уж от Него зависит, как Он удовлетворит наши потребности. So this elevates people spiritually. И это духовно возвышает человека. So that's why, imagine, we have to give this to people. Otherwise, people are suffering. They think, now no time to chant Hare Krishna. I have to work hard to earn money. Поэтому надо давать это знание другим, потому что людям кажется, что им некогда, что им нужно зарабатывать деньги, и у них нет времени повторять Харе Кришна. But we have to tell them, no, you chant Hare Krishna, you will get money more easily. Но поэтому им надо проповедовать, нет, если вы будете повторять Харе Кришна, вам будет проще зарабатывать деньги. And you'll also you'll also become nice devotee. Krishna will be happy with you. И вы также станете хорошими преданными, Кришна будет доволен вами. People don't have this faith. Но людям не достает веры в это. There was one Mataji in London. What happened was, over there, she did not want to go to work, and only her husband was working, and they have 2 children. But in London, everything is so expensive, right, from the house rent. So everybody advised her, you also go to work. В Лондоне одна Матаджи живет. У нее муж работал, она сама не хотела работать. У них 2 детей. И в Лондоне все очень дорого, и аренда жилья очень дорогая, и все дорого стоит. И поэтому ей все говорили, что тебе тоже надо выйти на работу. But she said that if I also go to work, who will take care of my deities? Who will take care of my children? Она сказала, если я выйду на работу, кто будет заботиться о божествах, кто будет заботиться о детях? Because her husband was not earning so much, and then they were a little short of money. Ее муж зарабатывал недостаточно, и им не хватало денег. She said, if I have to do something, I will stay at home and chant 64 rounds. Она сказала, ну вот если уж мне придется чем-то заниматься дополнительно, я буду сидеть дома и повторять 64 круга. And everyone was so surprised that how her husband kept getting so many promotions, and he did very well in his job. И все знакомые прям очень удивились. После этого ее мужа начали повышать по службе, и все их материальные проблемы закончились. And she didn't have to go to work. She was doing all the devotional service at home and preaching and all that. Ей так и не пришлось выходить на работу. Она занималась дома преданным служением и проповедовала. So people should not think that chanting Hare Krishna is only about liberation and going back to Godhead. Поэтому не нужно думать, что повторение мантры Хари Кришна дарует лишь освобождение и возвращение домой к Богу. It includes everything. Оно много чего дает, все дает. And then people will take it very seriously. Oh, first thing I have to do is do my japa, and then I have to do Sankirtan every day with my family members, or if you're not in family, then you do something. You do Kirtan, Sankirtan on the road for giving Harinam to others. И тогда человек будет думать, надо тогда мне джапу читать, с родственниками киртан попеть, или если родственников нет, значит на харинаме где-то еще на улице попеть киртан. Because because we think that Harinam only addresses liberation, people are not taking it seriously. Если мы проповедуем, что Святое Имя приносит освобождение, то, как правило, люди не относятся к этому серьезно. So that's what it's. Prabhupada is clearly saying
that when we do everything in the mood of sacrifice, everybody will be peaceful and prosperous. Поэтому Шрила Прабхупада недвусмысленно говорит здесь, что если все действия совершаются как жертвоприношение, это приведет ко всеобщему миру и благоденствию. Okay, any questions or comments? Есть ли вопросы или добавления к тому, что было сказано? Okay, we'll go to the Prabhu, please read the next two. Till the end of the purport. Сейчас тогда дочитаем до конца комментарий. Великие мудрецы всегда заботятся о благе всех людей, поэтому мудрецы, возглавляемые Шивнакой и другие, собрались в священном месте на Мишаране, чтобы совершить непрерывную цепь великих жертвоприношений. Добывчивые люди не знают верного пути к миру и процветанию, но мудрецам он хорошо известен. Поэтому, заботясь о человечестве, они всегда стремятся действовать так, чтобы принести миру мир. Они искренние друзья всех живых существ, и потому, невзирая ни на какие лишения, на благо всех людей постоянно служат Господу. Господь Вишну подобен великому дереву, полубоги же, люди, ситхи, чараны, видьядхары и другие живые существа, ветвям, побегам и листьям на нем. Если поливать корень дерева, то все остальные его части также насытятся водой. Лишь отрезанные ветви и листья не будут при этом удовлетворены. Со временем они засохнут, сколько бы их ни поливали. Человеческое общество оторвано от личности Бога, подобно отрезанным ветвям и листьям, и тот, кто пытается их орошать, напрасно тратит энергию и средства. Современное материалистическое общество утратило свою связь с Верховным Господом, и все планы правителей атеистов на каждом шагу терпят крах. Но и это не может пробудить их ото сна. В этом веке предписанным методом пробуждения является совместное воспевание святых имен Господа. Этот научный метод дал Господь Шри Чайтанья Махапрабху, и разумные люди могут воспользоваться его учением, чтобы обрести истинный мир и благоденствие. Шримад Бхагаватам поведано с той же целью, и ниже это будет объяснено более подробно. So, what did the sages want for the people? Чего мудрецы хотели для всех людей? How did they think that they can bring peace and happiness for the people? Каким образом они хотели привести людей ко всеобщему миру и благоденствию? Према Падмини, может Pavel Prabhu, can you какой назовет? Maybe you can name the devotees who can answer. The Pavel? Is it Pavel? Павел, вы можете ответить? Окей. Преданный, прошу прощения, я отходил немножко. Если можно, вопрос повторить. Каким образом мудрецы хотели привести всех ко всеобщему миру и благоденствию? Ну, они хотели послушать Шримад Бхагаватам, я так понимаю. They wanted to hear Srimad Bhagavatam. They wanted to hear, not answer questions. Sorry, I missed the point. No, what did you say? They want to hear Bhagavatam, Yeah. not answer questions. Они хотели слушать, а не отвечать на вопросы, да? Ну, они очень внимательно слушали, ну, в смысле, что... The point that they were going to listen very attentively. So what did he say? I mean, I didn't understand. You were asking what's the sages, how would they try to benefit all the people, and he is answering that they were listening to the recitation of Srimad Bhagavatam for the benefit of all the people. How will the people be benefited? How would the whole world be benefited by
the sages reciting, not even Srimad Bhagavatam. Initially, they came to do 1000-year yajna, just homa. Там на самом деле с Бхагаватам-то не с этого началось. Они собрались, чтобы в течение 1000 лет проводить огненное жертвоприношение. Там Бхагаватам позже уже начали рассказывать. But people can have a doubt, okay, they are sitting and doing homa. How is this going to benefit the whole world? И кто-то, услышав вот этот стих, может задаться вопросом. Ну вот собрались мудрецы давным-давно, в течение 1000 лет проводить жертвоприношения. Как это может помочь людям? Получается, мудрецы, когда задумывали эту ягью, они планировали задержать наступление Кали-юги, то есть вот эта тысячелетняя яги, она на это была направлена. Просто они были не уверены в том, что она сработает. When they started this 1000-year yagya, the idea was that they can stop the advancement of Kali Yuga, but they were not sure that this will work out. No, they were very sure that pleasing the Lord will make everybody happy or stop the advance of Kali. На самом деле они как раз-таки были очень даже уверены, что совершение этого жертвоприношения для удовлетворения Верховного Господа способно остановить наступление века Кали. They were very sure that if you please the Supreme Lord, then only Kali will be checked and the whole world will become happy. That they were very sure. И они были абсолютно уверены в том, что если им удастся удовлетворить Верховного Господа, то тогда наступление века Кали можно сдержать. Only the method of worship, initially they started as homa and later they were listening to Srimad Bhagavatam. Другое дело, что метод этого поклонения изменился. Началось все с огненного жертвоприношения, а в итоге все пришло к слушанию Шримад Бхагаватам. So if you please the Supreme Lord, then what happens? Если вы удовлетворите Верховного Господа, что тогда произойдет? Ну тогда все будут счастливы. Господь, это же корень. Everybody would be happy, like it's mentioned here. Lord Vishnu is like the roots of a great tree. Yeah. The whole universe will be benefited. Да, тогда вся Вселенная получит благо. And that is why Chaitanya Mahaprabhu has given us the Sankirtana by which the whole universe will be benefited by chanting. Вот почему Господь Чайтанья дал нам метод совместного воспевания Святого Имени, который способен принести благо всей Вселенной. And you see how by reciting Srimad Bhagavatam and chanting Hare Krishna mantra, we are really doing a lot of good for everyone. Поэтому видите, как благодаря чтению Шримад Бхагаватам и повторению мантры Харе Кришна мы на самом деле приносим большое благо окружающим. And that's why Vancha Kalpatarubhyascha, that means Vaishnavas can satisfy or fulfill all our desires. В молитве Ванча Калпатарубhyascha говорится, что вайшнавы, подобно древу желаний, могут исполнить наши желания. Because they are pleasing the Lord, when they pray for someone, then the Lord will listen. Почему? Потому что их служение угодно Господу. Если такие вайшнавы молятся за кого-то Господу, тогда Господь внемлет их молитвам. And Vaishnavas don't ask anything for themselves. И вайшнавы ничего не просят для себя самих. Because Krishna knows what they want. Кришна и так знает, что им нужно. And he is also, he fulfills all their needs and desires. Кришна сам заботится о том, чтобы их потребности и желания были удовлетворены. So is this a very important fact for us to understand and promote it? Как вы считаете,
Не является ли это, вот то, что было сказано, очень таким важным фактом, который нужно осознать и о котором нужно рассказать другим? Да. You know, Yes. pardon? Yes. Yes. Because many people, I mean, we have to tell them positively that, see, why we are suffering is only because we have not connected with the Lord, and we can please Him so easily by chanting the Hare Krishna mantra. Проповедовать нужно позитивно, нужно объяснять людям, что единственная причина, по которой мы страдаем, заключается в том, что мы забыли о Верховном Господе. Мы должны пытаться удовлетворить Его. И лучший способ это сделать – это повторять мантру Харе Кришна. And everyone will take up this chanting if you give them like this. И если так человеку проповедовать о важности повторения мантры Харе Кришна, то кто откажется ее повторять? We have to address their present needs also. Когда вы проповедуете, нужно учитывать текущее состояние человека, его нужды, потребности. If you only tell them that this world is false, and then, you know, there is no point in enjoying this world, so give it up and try for liberation. Если проповедовать о том, что этот мир ложен, что здесь невозможно найти удовлетворение, нужно оставить этот мир и стремиться к освобождению, Then not many people are interested. тогда немногие заинтересуются. So we have to see what is their need, what are they suffering from. Нужно постараться понять, что нужно человеку, от чего он страдает. And we tell them that, see, you have to perform sacrifice, you have to please the Lord. And here is a very simple way of pleasing the Lord. И сказать ему, нужно совершать жертвоприношение, нужно постараться удовлетворить Господа. И вот есть способ сделать это очень просто. See how compassionate the sages are. They're very, they can't bear to think about, they know that in Kali Yuga, people are going to be very unfortunate. Смотрите, как сострадательны были мудрецы. Они знали, что жителям Кали-юги не позавидуешь. They want people to be peaceful and make spiritual progress. Они хотели, чтобы люди Кали-юги жили в благоденствии и при этом духовно развивались. Okay. Shall we go to text 5? Yeah. Ну что, перейдем к следующему стиху. А можно вопрос, пока они ушли? Can I ask a question about this verse? There's a question about this verse. Yes. Я правильно понял, что вайшнавы приносят пользу всем, но чтобы не было, ну, как бы ложной гордоси, да, вот от этого, надо как бы не относить себя к категории вайшнавов. Do I understand correctly? Mataji, we're having echo again. Yeah, I didn't bring that. Сейчас Матаджи гарнитуру принесет, у нас эхо появилось. Сейчас, подождите. Hello? The question is as follows. You mentioned that Vaishnavas are benefiting the whole world, but should we, just to avoid false pride, shall we not consider ourselves Vaishnavas just to avoid false pride? Okay. The mood is that we are not doing anything. It's the Lord who is doing. Но правильное настроение такое, что это не мы что-то делаем, это сам Господь делает. And we are only trying to please the Lord. А мы просто пытаемся доставить ему удовольствие.
And the Lord is very pleased when we make a humble plea, not proud. И Господь очень доволен, когда мы смиренно к Нему обращаемся, не когда мы охвачены гордыней. So we cannot do anything. That is actually real humility, because we understand that we cannot do anything for the people. Only the Lord can. Сами по себе мы ничего не можем ни для кого сделать хорошего. Но это действительно так, и в этом и заключается смирение. Только Господь может кого-то облагодетельствовать. So we chant Hare Krishna, and we also request everyone to chant Hare Krishna. Мы сами повторяем мантру Харе Кришны и призываем к этому других. So by doing that, we will become more and more humble. И когда мы действуем в таком настроении, мы становимся все более и более смиренными. Because we understand we are not the controllers at all. Потому что мы понимаем, что от нас вообще ничего не зависит. And we feel very grateful to the Lord, because He is always taking care of us. All He wants is that we should take shelter of Him. И наша благодарность Господу при этом растет, потому что мы видим, что Он заботится о нас. Единственное, что Он от нас хочет, это чтобы мы принимали прибежище у Него. Only someone who is directly benefiting people, like say they're doing a lot of charitable works, or they are, through their mystic powers, they are getting things for people, they will become proud. Кто может возгордиться, это люди, которые, непосредственно что-то делают для других, например, они там благотворительностью занимаются, помогают людям, или люди, которые помогают другим через мистические силы. Вот у таких людей есть риск возгордиться. But a devotee, he thinks that everyone is part of Krishna. It's like a family, and so he feels very concerned that everyone should be happy. Преданный считает всех живых существ частью семьи Кришны, поэтому он хочет, чтобы все были счастливы. So if we follow the instructions of Chaitanya Mahaprabhu and we keep giving the Hare Krishna mantra to everyone, then we will gradually, all this pride will disappear. Если мы будем следовать наставлению Господа Чайтаньи Махапрабху, знакомить других с мантрой Харе Кришна, то постепенно гордыня уйдет. Is that okay? Это отвечает на ваш вопрос? I don't know if I answered the question. Вы получили, да, ответ на свой вопрос? Павел Прабhu. Молчит. Huh? What did he say? No answer. Maybe he's not available. I think we can move further. Okay. Ta ekadatu munaya prathar huta hutagnaya satkritam sutamasinam praprachur idamadarat. Стих 5. В один из дней, выполнив свои утренние обязанности, разведя жертвенный огонь и предложив почетное место Шрили Сути Госвами, великие мудрецы с глубоким почтением стали задавать ему следующий вопрос. Комментарий. Утро – самое благоприятное время для духовной деятельности. Великие мудрецы предложили рассказчику Бхагаватам почетное место на возвышении, которое называется Вьясасаной, то есть местом Шри Вьясадевы, изначального духовного наставника всех людей. Другие наставники считаются его представителями. Представитель Шри Вьясадевы – это тот, кто способен в точности передать его точку зрения. Шри Сута Госвами услышал послание Бхагаватам от Шрилы Шукадевы Госвами, который получил его от Шри Вьясадевы. Всех подлинных представителей Шри Вьясадевы цепи ученической преемственности следует читать Госвами. Эти Госвами обуздали свои чувства, неуклонно следуют по пути предыдущих ачарьев. В своих лекциях они не дают произвольных толкований Бхагаватам. Напротив, они очень тщательно несут свое служение, следуя по стопам своих предшественников, от которых в неискаженном виде получили это духовное послание. Слушатели Бхагаватам вправе задавать рассказчику вопросы, чтобы уяснить значение услышанного, но этого не следует делать вызывающе. Вопросы необходимо задавать большим почтением к рассказчику и к самому предмету.
Это же рекомендуется в Бхагавад-гите. Трансцендентную науку следует постигать смиренно слушая надлежащие источники. Поэтому мудрецы обратились к Сути Госвами с великим почтением. So, what is the first qualification of a person speaking on the Srimad Bhagavatam from the Vyasasana? Каково первое качество, которым должен обладать рассказчик Шримад Бхагаватам, восседающий на Вьясасане? Он должен обуздать свои чувства? He should control his senses. Okay. And because of that, not just controlling the senses, the most important thing is Ну, обуздать чувства, да, но самое главное другое. Что самое главное? they control their senses so that they can do what? Он должен обуздать свои чувства, чтобы что было? Чтобы не искажать послание Бхагаватам. Not to distort the message of the Bhagavatam. Yeah, given by the previous acharyas. Да, чтобы передавать его, как сказать, по цепи предыдущих ачарьев. Because when your senses are controlled, then you can follow them. Потому что если вы владеете своими чувствами, тогда вы можете это сделать. It is not done like the impersonalist who controls his senses and then through his own mystic power he does things. Но это не то же самое, что в случае имперсоналиста, который контролирует свои чувства, но дальше достигает чего-то с помощью мистических сил. But a Vaishnava is always following the whatever is left by the previous acharyas, and he only tries to explain. I mean, he does not deviate in the real essence of what we have said. Вайшнав строго следует по стопам ачарьев прошлого, не отклоняясь ни на йоту, и просто старается передать людям это послание. Okay, and what is the ideal behavior of the listeners of the Srimad Bhagavatam? А как должны вести себя слушатели Шримад Бхагавата? Но они вправе задавать вопросы с большим почтением к рассказчику и к самому предмету. They can put questions to the speaker, but this should be done with great regard for the speaker and the subject matter. А тут же явно... Okay. Yeah. So they can put questions and With great regard for the speaker and the subject matter. We don't hear you. yeah, how should they ask their questions? Because can you please repeat, because there was no sound? We've missed at least one sentence. no, I said, how should the questions be posed? He said already, with great regards to the speaker. Oh, I didn't hear that. Okay. Yeah, for the Srimad Bhagavatam, as well as the speaker who is representing the Parampara. Большим уважением и к самому Шримад Бхагаватам, и к рассказчику, который является представителем Парампары. And even when we read the Srimad Bhagavatam by ourselves, we should do so in a very, very humble mood, towards the acharyas and towards Srimad Bhagavatam. Даже когда мы сами дома читаем Бхагаватам, надо делать это в очень смиренном настроении, с чувством почтения к самому Бхагаватам и к ачарьям. Then we will find Srimad Bhagavatam most nectarian. When we read everything, every page, Prabhupada says, you should be able to see Krishna in every page of Srimad Bhagavatam. И тогда Бхагаватам станет особенно сладок. Шрила Прабхупада говорил, что
мы будем способны увидеть Кришну на каждой странице Бхагаватам. But if we just read it like, another some storybook, without that kind of feeling and devotion, then it will be very dry. Но если мы будем рассматривать Бхагаватам просто как сборник каких-то историй, не в духе преданности, он будет таким сухим, неинтересным для нас. The impersonalists, for example, they interpret it in such a, in a very impersonal way and in a very dry way, interpreting, giving their own, interpretations, and that Bhagavatam will be very, very dry and very displeasing to the heart. Майвади, к примеру, дают такие очень имперсональные толкования Бхагаватам, придумывают какие-то такие смыслы имперсональные, и это очень неинтересно слушать, никакой радости не приносит. So during Lord Chaitanya Mahaprabhu's time, there was one Damodar Pandit. He was giving, he was an impersonalist initially, and he was giving Bhagavatam classes. Во времена Господа Чайтаньи жил один человек, его звали Дамодар Пандит, он вначале был тогда еще персоналистом, он читал лекции по Бхагавату. And so, and because there were not so many Vaishnavas around who were giving classes, Srivas Pandit, he once attended Damodar Pandit's class. И немногие тогда вообще читали лекции по Шримад Бхагаватам, и поэтому к нему как-то зашел Шривас Пандит на лекцию. So when Srivas Pandit was hearing the pastimes of the Lord, he became, he had proper understanding. So he was filled with emotions for Krishna. И Шривас Пандит сидел и слушал описание игр Господа, и у него, как у нормального преданного, возникли определенные эмоции, связанные с этим. And he was in great ecstasy and he was crying so much. Он погрузился в экстаз и зарыдал. But this, so then this Damodar Pandit found this very, disturbing. И лектору Дамодару Пандиту это очень не понравилось. Because he was speaking in a very analytical and very logical, that sort of way. Потому что он очень так сухо рассказывал, очень аналитично и логично. So he told the people who had come to hear the Bhagavatam, you take this, that is the students, to take Srivas Thakur and put him outside, throw him outside. И он приказал своим ученикам, которые тоже сидели там и слушали Бхагаватам, возьмите Шривас Тхакура и вынесите его на улицу. And this was a very great offense to Srivas. И это было очень тяжким оскорблением по отношению к Шривасу. And only later, by the mercy of Vaishnavas, Damodar Pandit then became a devotee of Lord Chaitanya, and he begged forgiveness from Srivas. И только какое-то время спустя, по милости Вайшнавов, Дамодар Пандит стал преданным и вымолил прощение у Шриваса. Because Chaitanya Mahaprabhu felt very bad by the behavior given to his dear devotee. Чайтанья Махапрабху был очень недоволен, как Дамодар Пандит обошелся с его любимым преданным. Any other comments? Есть ли еще какие-то добавления? We'll go to 6. Yes. Давай Мне можно хотел спросить, предыдущему частику возникло вдруг желание спросить по поводу сравнения Господа с деревом большим, всех, по сути, живых существ с ветвями, листьями на нем. То есть, по сути, это же может быть какой-то Шримад Бхагаватам приводится сравнение с Бхакти-врикшей. The question regarding verse 4, where the purpose Srila Prabhupada is giving the analogy of the tree with roots and branches and so on. Can it imply some connection with the tree of Bhakti Vriksha? Yes, of course. Да, конечно.
Мы можем сказать, что в Шримад Бхагаватам в комментарии Прабхупада приводит тоже описание. So we can refer to this purport. Yes, that's what. If we do all services in that mood of satisfying the Lord, then everybody will become satisfied and pleased with our service. Если мы все свои служения делаем для удовлетворения Господу, то тогда окружающие будут довольны нами и нашим служением. You had any other thing? I mean, the tree analogy. This is what you meant, isn't it? Вы это, наверное, имели в виду, да? Да, то есть просто как бы хочется, ну, то есть услышать эти подтверждения. Мы когда слышим из Шримад Бхагаватам про дерево, сравнение как-то, ну, отзывается интересным образом нашим служением. The idea was that when we hear such analogies like that of a tree and we see some connection with what we are doing in Bhakti Vriksha, this is very inspiring. Yes. Отголосок такой. Okay, good. Text 6. Rishayahu uchuhu tvaya kalu puranani setihasani chanagha akyathani api adhutani dharmashastrani yanyata. Стих 6. Мудрецы сказали: «Почтенный Сута Госвами, ты полностью освобожден от всех пороков. Ты сведущий во всех писаниях, описывающих религиозную жизнь, а также во всех Пуранах и исторических повествованиях, ибо ты изучал их под должным руководством и сам объяснил их». Комментарий. Госвами, истинный представитель Шри Вьясадевы, должен быть свободен от всех пороков. 4 основных порока Кали-юги таковы. Первое – недозволенная связь с женщинами. Второе – убиение животных. Третье – употребление одурманивающих веществ. И четвертое – всевозможные азартные игры. Чтобы осмелиться сесть на вьясасану, Госвами должен быть свободен от всех этих пороков. Ни безупречному и не свободному от вышеупомянутых пороков человеку нельзя позволять садиться на вьясасану. Он должен не только не иметь этих пороков, но и быть сведущим во всех богооткровенных писаниях, то есть в Ведах. Пурана — это тоже часть Вед, и такие исторические повествования, как Махабхарата и Рамаяна, также являются частями Вед. Ачарья или Госвами должен быть хорошо знаком со всеми этими произведениями. Слушать и объяснять их важнее, чем читать. Богооткровенное писание можно усвоить только в процессе слушания и объяснения. Слушание называется шравана, а объяснение — киртана. Эти два процесса наиболее важны для совершенствования духовной жизни. Лишь тот, кто должным образом, смиренно слушая тех, кого надлежит слушать, усвоил трансцендентное знание, способен правильно преподнести его другим. Okay. So the first qualification they mentioned was that he had heard from this previous acharyas, right? Suta Goswami's qualification. Мы говорили о качествах лектора, качествах Сута Госвами. Первое качество заключалось в том, что он услышал это послание от предшествующих ачарьев. First thing is that he was a representative of Vyasadeva. То есть он является представителем Вьясадевы. And now, what are all the other qualifications? Сейчас идет перечисление других качеств. О каких еще качествах говорится здесь? Может быть, дальше кто-то может еще ответить? Ну, можно я? Да, Хари Кришна. Тут Хари Кришна. говорится, что кто на вьясасаде, он должен хорошо знать веды, вот, ориентироваться в этих знаниях, а также свободен от 4 пороков. Это не иметь недозволенных сексуальных отношений, не не заниматься убийством животных, вот, и не участвовать, еще не употреблять интоксикации и
значит, не участвовать в азартных играх. It's mentioned here that speaker who dares to sit on Vyasasana should be versed in Vedic scriptures and be freed from the four major vices like illicit connection with women, animal slaughter, intoxication, and speculative gambling of all sorts. Yeah, a Goswami. So we have Srila Prabhupada, who had all these qualifications, and because he has given everything, he has explained everything in the books, and so in ISKCON, even if someone has not read all the Vedas and the Puranas and everything, just knowing Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita, they are able to explain all the purpose. И вот таким Госвами для нас является Шрила Прабхупада. Он полностью соответствует всем этим качествам. И благодаря этому преданный, даже если он и не читал все Веды и Пураны, а изучал только Шримад Бхагаватам, книги Шрилы Прабхупады, он способен понять смысл всех этих писаний. Why is it important to both hear and explain the Srimad Bhagavatam? Not enough if you just read, but you should hear and you should also explain. Shravanam and Kirtanam. Why? Недостаточно просто читать, а важно еще и объяснять, слушать и объяснять Шримад Бхагаватам другим, Шраванам и Киртанам. Почему это важно? Потому что Господь проявляется там, где преданные обсуждают Его. Because the Lord is manifested wherever devotees are speaking about Him. Okay, that's so. That's wonderful. That's a nice explanation. Хороший ответ, да. Also, for assimilating, understanding it, when we discuss it, then we are able to nicely assimilate it in our mind. Также, когда мы слушаем и повторяем услышанное, мы лучше понимаем и запоминаем его. So, and it says only one who has properly grasped the transcendental knowledge from the right source by submissive hearing can properly explain the subject. Здесь Шрила Прабхупада говорит, лишь тот, кто должным образом, смиренно слушая тех, кого надлежит слушать, усвоил трансцендентное знание, способен правильно преподнести его другим. And that's why Srila Prabhupada said, first you just read all my books. Don't go reading, different authors. First understand. From the right source, we understand transcendental knowledge. Then we can explain that nicely. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, вначале просто прочитайте мои книги, не нужно читать других авторов, потому что если мы поймем трансцендентное знание, таким образом нам будет несложно объяснять его другим. So we are also very fortunate, like in the line of Sutta Goswami, Srila Prabhupada, very well versed in all the, different Puranas and all the scriptures, and with perfect character, and following the acharyas. Нам с вами очень повезло, что мы находимся в цепи преемственности от Шрилы Прабхупады, которые, в свою очередь, находятся в цепи преемственности от Сутты Госвами и других ачарьев, и что мы через него получили ведическое знание. Yeah. Anything to comment or any questions? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Наверное, просто уже сейчас время, к сожалению, выходит. Может быть, можем как-то завершить. It seems that we have to stop at this point because the time is over. Maybe you can give some conclusion. Okay. So we see, this Bhagavatam, it is mentioned that how it has come, it has appeared in the Kali Yuga, in the darkness, to remove all the darkness of Kali Yuga. Simply by reading Srimad Bhagavatam will bring all good fortune to people.
So we will see how this is so. Говорится, что чтение Бхагаватам способно рассеять мрак Кали-юги и облагодетельствовать всех. И мы видим, как это действительно происходит. And we should take it very seriously because all the sages of Naimisaranya, heard and listened to, and Sutta Goswami spoke the Bhagavatam, knowing well that this will bring all happiness to the people of Kali Yuga. Давайте отнесемся к чтению Бхагаватам серьезно, потому что мы видим, что мудрецы на Мишаране собрались и слушали Бхагаватам, и Сутта Госвами им рассказывал, они тоже очень к этому серьезно относились, потому что знали, какой эффект это может дать. Okay. So today I'll definitely send the questions for all these verses. И позже мы пришлем вопросы по этим стихам. I'm sorry because I was traveling, I didn't do it last. Да, я, поскольку была в разъездах, не успела выслать вопросы для обсуждения. Спасибо большое. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Харе Кришна, большое спасибо. Харе Кришна. Пятницу Бхагавад-гита уточните, инициацию можно. Mataji, this Friday, as we discussed, we will have Bhagavad Gita, right? Я напишу тогда уточнение. Хорошо, спасибо. Да, приятно. Приходите в пятницу в 7 утра, будем продолжать Bhagavad Gita. Hare Krishna. Да, Харе Кришна, спасибо.